Всем привет! Мы сейчас поговорим о новом перспективном транспортном корабле «Орел». Вы наверняка могли видеть в интернете модели, анимацию, как летит этот космический корабль на окололунную орбиту, но сейчас очень хочется рассказать вам о том, как люди, работающие на ракетно-космической корпорации «Энергия», прорабатывают особенности эргономики, особенности компоновки внутри возвращаемого аппарата космического корабля «Орел». Позади меня находится стенд эргономической отработки пилотируемого транспортного корабля. Мы с вами туда зайдем, мы увидим, что там внутри находится. Это возвращаемый аппарат корабля. Самое главное, вы увидите рабочие места космонавтов, это кресла, увидите пульт управления, ну а также узнаем, где хранятся вещи космонавтов. Ну что, мне уже не терпится посмотреть, что там внутри, давайте будем разбираться. Обязательно нужно снять ботиночки. Эта традиция пошла от Юрия Алексеевича Гагарина, когда он вместе с первым отрядом космонавтов приехал в конструкторское бюро ОКБ-1. Их пригласил Сергей Павлович Королев в корабль «Восток». Он зашел на такой постамент, снял ботиночки и в белых носочках пошел внутрь корабля. Вы можете видеть люк, да, штатный такого размера, да, здесь механизм открытия-закрытия люка. То есть вот через этот люк зайдут первые испытатели, которые отправятся в полет, первый испытательный полет. За ними закроется дверь, и все, дальше впереди полет в космос. Место здесь, конечно, побольше, чем у спускаемого аппарата космического корабля «Союз». Давайте же знакомиться, наконец, что здесь у нас находится и происходит, да? В первую очередь, наверное, бросается в глаза это кресло, 4 места, как я уже говорил, да, то есть 4 космонавта находятся внутри возвращаемого аппарата. Кресло называется чигет. На космическом корабле «Союз» кресло используются казбеки. То есть вот решили в космонавтике, что кресла космонавтов будут называть названиями гор кавказских. Вот. В этом кресле космонавт располагается в таком полулежачем состоянии, в позе, близкой позе эмбриона, так легче всего переносить перегрузки. И что интересно, да, тоже можно заметить, здесь есть специальная ручка управления движением и ориентацией. Вот как будто вы играете в компьютерные игры, там летаете на тренажере самолета. Вот то же самое здесь космонавты могут отрабатывать. С помощью одной ручки можно управлять как ориентацией аппарата, в том числе и включать маневровые двигатели, перемещаться, изменять орбиту и так далее. То есть это вот как раз такая особенность и отличие от корабля «Союз». Вот в корабле «Союз» там 2 ручки управления. Вот. Значит, дальше. Здесь есть зоны для того, чтобы можно было покушать, откидной столик, здесь блок подогрева пищи есть. Да, то есть космонавтам придется до Луны лететь все-таки несколько суток, и чтобы можно было себя чувствовать довольно-таки комфортно, все проектанты, конструкторы все для этого рассчитывают. Здесь в этих укладках размещаются личные вещи космонавтов. Также, что очень важно, могут располагаться специальные грузы, полезная нагрузка, ради которой вообще космонавты и летят на орбиту. То есть там может быть научное оборудование. Здесь у нас находится пульт отображения информации, да, космонавту их 3 дисплея. С помощью такого пульта управления космонавты могут определять, какое давление внутри кабины корабля, какое давление и сколько осталось топлива, когда они маневрируют и летят там,
на окололунную орбиту. Еще очень важно, да, можно видеть состояние включенных и выключенных различных кнопок, панелей. И в первую очередь с помощью этого пульта можно пристыковаться, с помощью видеокамер пристыковаться к какому-нибудь объекту, который находится в космосе. То есть космонавт находится в кресле, мы сейчас покажем вам, как это все выглядит. У него в руках ручка управления движения и ориентацией, и он видит картинку с видеокамеры, которая направлена в сторону того объекта, куда мы летим с вами. Так, ребят, я в кресле Чигет. И сейчас я вам покажу очень интересный момент, как вот этот пульт переводится из транспортного положения в рабочее положение, как все фиксируется. Посмотрите, обратите внимание, там, как работают защелки. Ну, надежно, скажем так. Все. Ну вот, я вижу показания на пульте космонавта, да, то есть у меня здесь есть 3 дисплея, как я говорил. Здесь есть вот таким красным выделено, это блок особо важных команд. Если что-то пойдет не так, надо нажать на определенные клавиши, и тогда мы экстренно решим ту или иную неисправность на борту. Значит, здесь у нас можно с помощью сенсорного экрана переключать форматы дисплея и определять, ну, то, что тебе нужно, я смогу видеть. Я сейчас нахожусь в кресле второго пилота. На самом деле командир находится здесь в соседнем кресле. И, соответственно, на пару 2 члена экипажа могут тут видеть всю информацию о состоянии полета, решать вопросы, связанные с нештатными ситуациями, парировать их. Ну и самое главное, управлять кораблем на этапе сближения и последующей стыковки с объектом, станцией, либо это другой корабль, который будет находиться на окололунной или на околоземной орбите. Мы с вами видели стенд эргономической отработки, где постоянно видоизменяются различные параметры, меняют компоновку внутри, добавляют различные макеты габаритные. Здесь сзади меня макет перспективного транспортного корабля. Он постарше, чем его предшественник стенд эргономической отработки. И здесь сохранилась та концепция, которая была несколько лет назад. Здесь можно увидеть вообще, как выглядит весь возвращаемый аппарат целиком с выдвинутыми ножками, да, посадочными опорами, на которые непосредственно наш аппарат, перспективный транспортный корабль, сейчас у него название «Орел», он будет совершать посадку на Землю. Эти посадочные опоры должны выдержать ту нагрузку, которую будет оказывать возвращаемый аппарат после посадки на Землю.